Сижу, музыку слушаю. Залип. Залип, залип, честно признаюсь. Сколько ты этого ждал? Пять? Наверное, 6, да? Наверное, 6 лет. Ждал ты этого очень давно. Ну, кто меня давно смотрит. В старые давние времена мы забросили эту игру. Я не помню, что там случилось, что там стряслось. И что-то пошло не по плану. Это была одна из первых заброшенных игр. Первую часть я прошел на одном дыхании. Здравствуйте всем, дорогие друзья. С вами Леха, Hardplay. И к нам после прохождения Assassin's Creed третьей части попала игра Mass Effect 2. Я правда не знаю, что говорить, потому что сменилось время, сменились, я не знаю, года, и вы ждали, вы постоянно просили эту игру: Лех, вернись к ней. Вы понимаете, я настолько, меня вот это вот, знаешь, вот она прям вот изнутри, вот она потихонечку сжирала. Такая, знаете, червячок такой, он потихонечку так покусывал, он такой говорит: Лех, ну ты же понимаешь, что это никто не будет смотреть. Ты такой: да нет, ну хочется. Ну не будут они это смотреть, потому что это старая, нахрен никому не нужная игра. И ты такой говоришь: слушай, это не важно. Assassin's Creed — это тоже старая игра, и я в нее вернулся с превеликим удовольствием. Вернулся к продолжению, я имею в виду прохождение этой игры. И вы безумно поддержали Assassin's Creed, за что вам огромное спасибо. Мы полностью допрошли третьего, я напоминаю. Я такой, переезд. Да, вот я уже на коробках сижу. Вот, ключи от студии от новой забрал. И я говорю, я обещал, что я буду вас радовать все чаще и чаще с переездом. Там и заброшечки, там и все остальное, и 5, и 10, и 20. И, понимаете, я не мог пройти мимо игры Mass Effect 2. Я выбрал именно Legendary Edition. Почитал примерно, в чем разница. Я думаю, все и так прекрасно знают. Объяснять не буду. Кто захочет, посмотрит в интернетах. Но просто элементарно, вот даже музыка, знаете, на фоне заиграла, и у меня сразу пошли воспоминания вот из того года, когда мы с тобой проходили первый Mass Effect. Кстати, я нашел это прохождение. И для вашего удобства ссылочка на плейлист Mass Effect 1, так же, как и на второй. Там будет Mass Effect 1-2, то есть первые и вторые части, уже внизу в описании. Так что, наверное, есть какая-то небольшая причина зайти на Mass Effect 1 и посмотреть, как начиналось то прохождение далеких лет. Кто, конечно, хочет. С Mass Effect я поступлю так же, как с Assassin. Я пройду его полностью. И я не буду просить ни подписки, ни лайки. Не хочу. Если вам будет интересно, я думаю, вы и так поставите и поддержите. Знаете, я почему-то не знаю, что сказать. У меня просто есть очень большое желание пойти поиграть и вообще ничего говорить. На самом деле не хочется от слов совсем. Вот, поэтому я, наверное, пойду. Кому зайдет, палец вверх. Вот, кому не зайдет, ну ладно. Значит, буду стараться. Напишите, просьба, под этой серией в комментариях напишите, как долго вы вообще ждали этого и ждали ли. Как много у нас олдов осталось, вы повзрослели. Многие из вас уже дяди, тети.
но продолжайте смотреть канал. Очень интересно ваше мнение. Пойдемте играть. Всё, ничего не хочу говорить. Сразу говорю, это не игра. Кто не знает, кто не знаком. Это фильм. Ну, правда, это фильм без преувеличения. Это как Assassin's Creed. Это очень интересный, крутой фильм. Это выбор наших решений, от которых зачастую зависит судьба тех или иных персонажей. Это что-то безумно крутое, интересное. Сразу, заранее, чтобы мне не отвлекаться, хочу поблагодарить всех, кто подписывается на Boosty и оформляет платную подписку. Сегодня я уже начну радовать подписчиков Boosty. Вам понравится. Да. Также хочу добавить, что сегодня вас порадую фан-стримом, который пройдет сразу же после стрима по Mass Effect 2. Ну что ж, капитан Шепард. Я, короче, пошел, ладно. Я добрался до этой игры. Я пережил все это дерьмо. Я пережил пандемию. Я пережил все, что только... Ой, можно и нельзя. Я дожил. Я вам обещал. Ох, ушко зачесалось. Нормально. Но, как говорится... Давай, Сережа, заводи. Ой, Людка, ну что-то прям это... Да? Ну... Ничего не делал, ничего не настраивал, ничего. Прохождение Mass Effect 1 найдете в плейлисте внизу в описании. Прям вот эмоции, да. Какие-то эмоции все пробивает на эмоции, представляешь? Так, ну что ж. Я вот думаю, как нам правильно сделать. Я особо в настройках, наверное, сложность, да? Вы, наверное, не видите. Сейчас мы сделаем, что вы экранчик увидите, мои хорошие. Сейчас. ОБС-чика, она скажет, я хочу, чтобы они увидели. Да, сейчас игрушка захватится. Сек. Кстати, я точно помню, что было потрясающее прохождение первой части, очень эпичное прохождение, кто понимает, по крайней мере, о чем я говорю. Это было очень красиво, очень. Да. Так. У нас есть уровень сложности для девочек. Обычная. Ветеран, эксперт и безумие. Что-то там с безумием какая-то была карусель. Я вот, если честно, не помню, что там было. Может быть, мы вместе решим... что будет у нас вообще твориться. Потому что, по-моему, то ли что-то дисбалансное было. Я вот не помню, что там было. Прошло слишком много времени. По-моему, было какое-то... Что-то связанное с дисбалансом, нет? На предпоследнем. Я вот тоже вот припоминаю, мне сейчас ребята пишут, на последнем что-то там какая-то была заминка. Но это был не Legendary Edition, может быть, поправили. Нет, здесь больше сюжет, да, мне интересен. То есть здесь больше сюжет и... Ага. Угу. Ага, я понял. Да, таки я подправился, все в порядке. Ну что ж, сложный вопрос. Сложный вопрос, я не знаю. Я прям вот
под вопросом. Я, наверное, возьму эксперт. Я помню, что-то было с последним уровнем сложности. Не помню что, но что-то было. Давайте эксперт возьму. Я правда не помню. Если что, я думаю, уровень сложности можно будет поменять. Автораспределение мы убираем. Сами будем распределять. Субтитры для ребят, кто слабо слышит, конечно же, как всегда, добавляем. Уровни использования силы отрядом. Не помню, что это такое. Если быть откровенным, я думаю, что разберемся на месте. Так, ну, наверное, погнали. Мы просто возьмем, когда закончим Mass Effect 2, и сделаем сейв, который перенесется в Mass Effect 3. Все, как бы конец истории. Да, все, кто захочет посмотреть, как мы проходили Mass Effect 1, Mass Effect 1, он просто зайдет в плейлист и посмотрит. Да? Да, все, так и забьемся, так и сделаем. Да, вот все за, да. Все, забивончики, все. Вообще пишется, с первой в Legendary Edition вообще невозможно перетащить. Ну и все, тогда я вас умоляю. Главное, что есть прохождение. Главное, что есть полное прохождение, и все хорошо, все здорово. Так, погнали. Поехали. Мужчина или женщина? За мужчину играл. За красивого. Да, крепкого. Уровень сложности. Мы решили эксперт. Я еще раз говорю, я бы сыграл и на безумии, но вопрос в том, что что-то была какая-то загвоздка. Я не помню в чем, но что-то было. Сейчас у вас экранчик захватится. Да. Игрушечка старенькая, но вроде как все даже идет и захватывается, на удивление. Сейчас она... Shepard did everything right. Секунду. Сейчас, ребятки. Угу. ОБС-ка, мы, говорит, обновили ОБС. ОБС обновили так, что просто у вас окно теперь будет захватываться 3 часа. Но в целом обновление прошло успешно. В целом обновление прошло потрясающе. Так, все, погнали. Там, по-моему, озвучки русской нет. Я вот, к сожалению, не помню, есть ли там русская озвучка. Там, по-моему, субтитры. По-моему. Да. По-моему, там субтитры. Да. Ну, ничего страшного. Почитаем. Давайте сразу определимся, нужно ли мне читать. Давайте так. Субтитры читают все или я читаю вслух? Я бы почитал вслух. Для удобства и для максимального чила и расслабона. Я бы почитал, да. Вообще, изи, типа, как хотите. Как успеешь, но я надеюсь, что я успею. По крайней мере, передам, да, максимальную атмосферу и погружение, да. Хотя, если честно, читать будет тяжеловато. Диалоги там очень-очень быстрые. Так, ну, все, вот теперь точно я готов. Угу. Сейчас экранчик, вот он захватился, наконец-то. И теперь мы можем стартовать. Все. Ну, всем приятного просмотра. Сорян за долгие настройки. Погнали. Да-да-да-да. Да, именно это нам и надо. Electronic Arts представляет. Игра студии BioWare.
Нормально? Начало хорошее? Shepard did everything right. Шепард молодец. More than we Все could have hoped. сделано правильно. Дальше больше. Командующий Шепард обнаружил истину. Still, it's not enough. Но даже этого мало. У нас война. Никто не хочет признавать этого, но на человечество совершено нападение. А его посылают драться с гетами. С гетами. We both know they're not the real Мы оба threat. знаем, что главная угроза не они, Still out жнецы there. по-прежнему рядом. И мы должны их остановить. The Council will never trust Совет Cerberus. никогда They'll не never поверит accept Церберу. our help. Они не примут Even нашу after помощь, everything даже humanity после has всего, accomplished. чего достигли But люди. Shepard, Но Шепард, they'll follow за him. ним они пойдут. He's a Он же hero, герой, черт возьми. bloody icon. Икона. But he's just one man. If Но we ведь lose это всего Shepard, лишь один humanity человек. might Если well Шепард follow. умрет, то и человечеству как бы придет конец. Значит, сделать так, чтобы он не умер. А как можно сделать, чтобы он не умер, если он умер? В 2183 году полчища гетов нанесли удар в самые центры галактического сообщества. Армия гетов вторглась на космическую станцию Цитадель и попыталась открыть портал, который вернул бы в наш мир жнецов. Огромные машины, раз в 50 тысяч лет, уничтожающие все органические, в общем, цивилизации и всех нахер, которые обнуляют. Но как же вернется... Вот это уже другая история. А вот здесь у меня уже есть вопросы. Как? Как? Напоминаю, первое мое прохождение, если чё. Да, все советы, все в комментариях. Спасибо всем заранее. Отключаю сверх какие-то мощные двигатели. Поглотители излучения активированы. Все показатели в норме. Режим тишины. Теряем время. Мы 4 дня прочесываем сектор и до сих пор не нашли следы деятельности гетов. Здесь за последний месяц исчезло 3 корабля. С ними явно что-то случилось. Ставлю на работорговцев. В системе такой-то их полно. Сигнал на сканере дальнего обнаружения. Неопознанный корабль, похоже, крейсер. Не совпадает ни с одной известной подписью. О, батоны полетели. Крейсер меняет курс, теперь на траектории перехвата. Невозможно, стелс-системы включены. Корабль гетов не может. Это не гет. Приготовиться к маневру уклонения. Найс. Не полечу в космос, не хочу. Ну, короче, со всеми вытекающими. Ни хрена себе. Они, блядь, нашу Нормандию всю продырявят. Как обычно, это очень сейчас актуально. Перестаньте дырявить мой корабль! Да, я должен был это сказать. Вот он, мой хороший. Поздал, воспринял. Я вернулся, родной, через 5 лет. Я же говорил вернусь. Да, надо постараться. Ой, какая графика, мать моя женщина. Я делаю все лишь для того, чтобы нашли... Короче, я хочу помочь и погрузить всех в капсулу. Джокер все еще в рубке, он не хочет, типа, уходить. Я тоже не уйду. Джокер — это наш пилот, этот, да. Штурман, ёпта. Это приказ, я сказал. Блядь. Немедленно в капсулу. Пойду Короче, типа, пойду попробую выдернуть Джокера. Джокер очень крутой чувак с первой части. Вы, короче, поняли. Если ты сейчас, говорит, женщина, не уйдешь, я сейчас встану. Надо слушать папу, когда говорит. Правильно? Паук, правильно говорю? Правильно. Let's go. Сережа! И говорили быстрее ногами, где физподготовку надо сдавать. Пошла пожилая торпеда. Оп! Хорош. Мой баркас. Нехорошие люди. 0+ стрим, да. Напоминаю, можно смотреть с детишками. Да, здесь не будет слова. Шепард, ты, конечно, классный парень, я тебя очень уважаю, но
у нас есть один нюанс. Мэйдэй, мэйдэй! Я чё так страшно-то? Ой, а чё графика такая крутая? А, это Legendary Edition. Мы понесли серьезный урон! Ёпта! Где этот пилот этот контуженный? Джокер там вытаскивает, говорит, крошка, держись! Это точно 2010 года игра. Что-то я маленько... Понятно, переиздание, но могли бы поддакнуть. Блин. Сказали бы, да, Лёха, это крутая, 2010-го. Тихо. Жесть. Тебе надо Джокера вытащить. Возьми дурака за шкирку этого. Давай, Джокер, говорит, надо выбираться. Нет, я не брошу Нормандию. Это корабль наш. Я еще могу спасти ее. Не глупи. Нормандия погибла, и мы тоже погибнем. К чертовой матери, если не выберемся. Нет, нам просто нужно... О, нет. У меня очень плохие предположения, что мы не успеем. А все, по ходу дела, ребят, да. Все. Все, ребят. Как ножом по маслу. Охренеть сцена. Все. Сейчас задохнется. Жесть. Так это все. В открытый космос. А, и он типа на этот. А он сгорит. Он сгорит в атмосфере. Все, и титры. Слушай, ну он до последнего вытаскивал пилота. Страховкой покрывается, ты совсем дурак, что ли? Какой страховкой? Подожди, ну а куда? Там он об этот... Эту, сгорит. Mass Effect Genesis — это интерактивный комикс, резюмирующий события Mass Effect 1. Хотите с его помощью выбрать свою предысторию? Естественно! Ох, сейчас мы протестим! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, сейчас тест на алда будет. Очередное рутинное задание. Почему перед заданиями всегда так говорят? Рутинное. Ну, оно типа рутинное, пока не возьмешься за него. А когда возьмешься, когда начинаешь принимать решения, выбирать дороги, вот тогда-то от рутины, короче, разумеется, все было и в этот раз. Рутинное задание среагировать на сигнал бедствия. И смотрите, к чему это привело. Мы испытывали Нормандию. Новый корабль капитана Андерсона. Когда поступил сигнал, напали на патруль Альянса на Иден Прайм. Патруль видел что-то, что не мог объяснить. Что-то громадное. Со мной высадился мой лейтенант Кайден Оленко. Ф мужику. Хороший парень, верный, исполнительный, одаренный. Мы нашли единственную выжившую из патруля, сержанта Эшли. Называю просто Эшли. Настоящего солдата, крепкую, дисциплинированную, готовую бороться с любыми трудностями. Да, она такая была. Эшли присоединилась к нам, отвела нас туда, где она потеряла свой отряд. Там-то мы и увидели корабль. Совершенно уникальное зрелище. Корабль был просто огромен. Улетая, он испепелил колонию и все ее окрестности.
Мы прошли по выжженной земле к артефакту, маяку, оставленному давно вымершей расой протеан. Это маяк, короче, поняли. Сержант Уильямс слишком близко подошла к маяку и была атакована каким-то энергетическим оружием. Я схватил ее и, отбросил от маяка, но сам попал туда. Мускулы оцепенели, я с трудом мог пошевелиться, еле дышал, все потемнело. Потом я увидел нечто, видение, сон, кошмар. Я же говорил, они есть! Когда я очнулся, мы были уже на полпути к цитадели, огромной нашей базе. Собирались встретиться с Советом. Ну, Совет, понятно, что это такое. На Совет явился Андерсон. Пришел и Удина, наш политический представитель на цитадели. Казалось бы, с такой тяжелой артиллерией мы могли убедить Совет, что увиденный нами корабль опасен, как и тот, что организовал ту атаку. Кстати, вот был корабль. Главным подозреваемым в организации резни до Иден Прайм был турианский спектр по имени Сарен. Его видел один из выживших колонистов. И были основания предполагать, что корабль как-то связан с ним, короче. Но даже обвинений у Дины было недостаточно, чтобы убедить Совет. Совет не мог так просто поверить в то, что избранный им инспектор, короче, оказался чмошником. Совету нужны были веские доказательства. К счастью, мне не пришлось искать их в одиночку. На помощь вызвался Гарус, турианец и агент СБЦ, ну KFC по-нашему. Несмотря на приказ своего начальника не вмешиваться, он сказал мне, что и ранее подозревал Сарена и что располагает какими-то определенными данными. Гарус ими поделился. Также я нашел Рекса, Крогана, огромные такие, как лягушки, короче. Крупнее и намного грознее, которые мне в жизни не доводилось видеть. Жил Рекс охотой за головами, обычный, короче, охотник за головами. И забыл ее, как ее Тали звали, это, короче, магичка, а-ля, которая... Короче, у нас есть снайпер, у нас есть тяжелый танк в виде вот этой лягухи, и есть турианка, которая обладает там тоже определенными способностями, если на пальцах. Информация Тали подтвердила, что Сарен был ответственным за резню на Иден Прайм, и что огромный военный корабль, который мы там видели, был на самом деле флагманом, короче, там вот этой вот всей шляпы. Сарен пытался вернуть к жизни расу разумных машин из темного космоса, поняли, да, которые раз в 50 тысяч лет всех накрячивают. Эти жнецы уничтожали все живое, в том числе и преториан, 50 тысяч лет назад. Затем они исчезли, вернулись через ретрансляторы в темный космос, не оставив никаких следов своего пребывания. Нам стало понятно, зачем Сарен искал маяк. Мои видения обрели смысл, но не до конца. Вариантка, да. Мы не могли доказать Совету опасность жнецов, но убедили его, что Сарена надо остановить. Сарен был лишен звания спектра, а мне выпала честь стать первым спектром, человеком. Первым типа заданием стал поиск этого гундоса этого. Андерсон решил остаться и передал, короче, свой корабль Нормандии. Он сказал, короче, на, держи, лети, у тебя все получится. Лиара, эксперт по протерианам, опытный биотик и, что, пожалуй, важнее всего, дочь Бенезии, правой руки Сарена. Если что. Как и многие Азари, это раса. Она столь же красива, столь же умна, и да, у нее прекрасная жопа. Так и написано вот здесь. Ляра смогла помочь мне истолковать некоторые видения, вызванные маяком. Конкретики было мало, но кое-какие подсказки мы получили. По новому взгляду на Азари. Ее способ читать мысли, короче, это типа, кто в башку заходит, и, короче, вы поняли. Эшли несколько обеспокоена нашей с Лиарой привязанностью. Ну, как всегда, начинаются все проблемы из-за них самых. Эшли влюбилась в него, я влюбился, блядь, в нее. Начинается вот это вот, я ничего не понимаю. Это дочь вот этого, блядь, та дочь этого. Это вот внебрачный сын марокканского султана. И начинается вот это вот работа прежде всего. А работа, как говорил мой один бывший лучший друг, работа для рабов. Поэтому вопрос ко всем вам. Сейчас многие додики в чате пишут: Лиара, Эшли. А кто смотрел Mass Effect 1 в моем исполнении? У меня вопрос, что я там выбирал? Я прекрасно помню. А? Ну? А ты сам помнишь? Я все помню. Ладно, не буду вас томить. Ответ очень простой.
если мне не подводит моя прекрасная память, то давайте так. Кое-кто у нас как бы... Бам! И он испарился. Да, поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее. Что в выборе конкретно здесь, вот конкретно среди вот этих двух вопросов, нету правильного варианта ответа. Потому что была третья. Не буду говорить кто. Поэтому, ну, как бы... Ну, ближе к Лиара здесь как бы вроде получается по логике вещей, да? То есть, как бы ближе вот к Лиаре. Да. Ну, Тали нет варианта ответа. Ну, что начинаешь? Вот, поэтому как бы ближе к Лиаре, но не работал, нет. Ну, как бы да, у нас вообще ближе к Лиаре. Я рассказал Лиаре о своих чувствах. Я не рассказывал ей о своих чувствах! Хрен с ним, я здесь все исправим. Сейчас папа здесь все сделает. Сейчас я найду Тали, как говорится, за Тали, да. Благодаря помощи Лиары мы, короче, все было хорошо. Привезла к матери, Сарен отправил. Короче, посмотрите первую часть и все будете знать. Все. Конец истории. Очень эпичная, да, у нас, короче, была битва. Я по-своему, ладно, скажу, очень эпичная была битва. Вообще, первая часть была, блядь, насыщена всякими вот этими вот кульминационными какими-то поворотами. Это вообще какой-то страшно, очень страшно. Очень страшно. Вот, короче, держу в курсе. Очень рекомендую первую часть посмотреть, потому что тема. Да, была у нас там царица. Я не хочу ничего спойлерить, я не хочу ничего вообще читать и говорить. Не хочу. А вот здесь вот есть четкий ответ. Да. Есть четкий ответ на поставленный вопрос. Кто помнит из первой части? Спасай, нет, мы уже сделали выбор. Еще раз говорю, мы из первой части восстанавливаем. Кто помнит? Что мы сделали в нашем прохождении? Угу. Молодцы, единогласно, да. Все правильно, ребят. Если мне, по крайней мере, не изменяет память, я ее тогда спас. Я проникся к ней, у нее были свои определенные, так скажем, эти. По-моему, я ее спас. Что-то у меня такое припоминаю. Напоминаю, это было лет 5 назад. Да, по-моему, я ее не нокал. По-моему, да, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, так. По крайней мере, сейчас бы я сделал так. Да, мы ее, по-моему, спасли, потому что... Все. Мы ее спасали, да. Молодцы, слушай, лишившись главной помощницы, Сарен не мог скрываться где и когда угодно, выследили на базе, короче, мы его та-та-та. Дальше пошли эти лягухи, он натравил на нас. Но все эти, короче, лягухи болели. У них болезнь была. Трехпалый ихтиоз Шлеймана называлась болезнь, понимаешь? Потому что нечего свой лягушачий сувать во все, что не попадет. Да, там был очень интересный выбор. Рекс хотел воспользоваться лекарством от генофага, это вот эта болезнь, чтобы вылечить свой народ. Я пытался убедить его уничтожить лекарство, убедить, что эти кроганы не были настоящими, но он не отступал. Здесь на очень внимательного зрителя. Что было? Рекс остался, ну... Я просто тоже прекрасно помню, что там было. Ну, гадать не буду, ребят, я его спас. Я просто вам сразу скажу. К счастью, Рекс разумнее, чем кажется. Он понял, что так ничем не поможет своему народу, и главная угроза Сарен. Когда мы добрались до центра базы, я понял, что как близок был Сарен к осуществлению своего плана. Он уже общался со жнецами, властелин, флагман Сарена, который мы считали обычным кораблем, и был жнецом. Корабль говорил со мной, угрожал мне, я чувствовал угрозу. Ну, в общем, типа пытался всячески надавить.
Властелин, естественно, знал, где мы находимся, потому что, ну, это типа ультраумные машины. Разделили команду на 2 отряда. В общем, посмотрите просто прохождение первой части, окей? И вся картина будет более чем. Очень красивая первая часть, рекомендую. Она как фильм смотрится, потому что там куча таких, знаете, сцен интересных, когда там вот эти вот всякие, как из фильма такие сцены. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract. Эта игра такая, нет, это короткие воспоминания. Сейчас уже будет сама игра. Это нам напоминают, что было в первой части. Но я даже не читаю сейчас, потому что, как бы, да, если что это. Ну? Это истинный тест на Алда. Какой выбор сделал я? Те, кто написали Эшли, не смотрели первое мое прохождение. Я спас Кайдена. Я, мои друзья, спас Кайдена. Эшли у нас, к сожалению, выбыла. Нет, я спас Кайдена. Я прекрасно это помню. Правильно сделал, да. Эшли была хорошим другом и отличным солдатом. Но пришлось сделать выбор. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Эшли была потрясающим, на самом деле, солдатом, идейным. Это я коротко от себя говорю. Очень-очень такой преданный своему делу солдат. Потрясающий был герой, который со мной прошел, считай, всю первую часть. Очень крутая. Кстати, Эшли появляется в самой первой серии Mass Effect 1, когда будете смотреть, она сразу появится, вы ее ни с кем не перепутаете. Перестал читать, дабы не спойлерить. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago. And every 50,000 years интересно, какая графика будет time во второй purging the части, galaxy в of Legendary life. Edition именно. The Protheans Если had такая fought же, как вот and сейчас, died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays сейчас вам to на dark пальцах space, объясню, slowing что the было Reaper's в первой return, части, за 2 giving us the секунды, time we needed to find a дабы solution to stop the Reapers мозг once свой and не for all. взрывать. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back Да, the Citadel. Рубилова вообще, вот эту, But я Saren никогда was не done забуду, running, блядь, эту миссию. and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Кстати, Citadel, хочу заметить, Council's flagship, the Destiny Ascension, или fell не under говорить attack. ничего. Давайте ничего не буду говорить, Despite дабы не Saren's спойлерить death, первую, ладно, Sovereign and прохождение. Saren's army Не хочу continued to ничего fight. говорить. Хорошо? The Council was aboard the Destiny Ascension, and they Я were вам просто скажу в requesting общих assistance. чертах, что But было. I knew in order to help them, I would have to put Самые our human такие, alliance fleet базу in самую. jeopardy. Что мы сделали в первой части?
Мгм. Совет спасай. Хоть ты и пожертвовал, это крайне важный выбор. Полностью согласен, но есть одна такая, знаете, есть один нюанс. Выбор, сделанный много лет назад, это моя история, и это мое прохождение. Я, насколько помню, я отправил помочь флот людей. Если я не ошибаюсь. А вот мне интересно, Мерсенариус, братан, какой был выбор? Ты говоришь, что ты пересматривал? Досмотрел до этого момента? Какой был выбор? Один из моих самых алдовых зрителей. Ребят, я в первом своем прохождении пожертвовал советом и отправился на помощь к флоту Альянса. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign. Да, очень у жнецов очень красивый корабль. Очень красивый, конечно. It took the combined fleets of humanity and the other races. But in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Корабль, Saren, ну все поняли, I о was чем я given new говорю. responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Я здесь не помню. Я не помню. По-моему, Андерсона я выбрал. Не помню точно. По-моему, друга, да, я выбрал. Прям вот почему-то я уверен. Даже сейчас бы по логике я бы выбрал его. Да, по-моему, его выбрал, да, все Anderson единогласно. didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop Если them. мне I had to find a не way. изменяет, Удина, он пенил took my очень много ship, в первой части. and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Очень круто комиксы сделаны. Бля, просто браво. Первый раз такое вижу. Как? Подожди, а куда? Как? То есть он отправился на основное рутинное задание, дабы дальше как-то бороться. Все, мы увидели сцену, как он в космосе. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. А как? А как его восстанавливают? Он бы сгорел на ноль.
А, ну там вообще, короче, полностью этот... А, ну и, ну да, времена-то... Охренеть. Кибернетика, да-да-да, все-таки... Но тот сказал, любой ценой восстановить. Любой ценой, он четко сказал. Восстановить, типа, вообще любой ценой. По-моему, у меня Джон, да, был? Он так и был, по-моему. Я ничего не менял. По-моему, Джон, он у меня так и оставался. Я или Алекс, или Джон. Вот это вот вопрос. По-моему, все-таки Джон. Биоинженерия, да. Я не помню. По-моему, я прям принципиально, да, оставил. Да. По-моему, так. Так, секунду. Нет, быстрый старт нам не нужен. Ну-ка, тормозни-ка, родной. Внешность, да. Внешность, да. Но вот класс... Вот класс. Я бы здесь... Кто помнит, какой был класс? Но это прям на внимательного зрителя, кто смотрел первую часть с самого начала. Я четко помню прям, да, класс. Вот этим классом я играл. Нет, я играл инженером. Я играл инженером, но есть вопрос. Если быть совсем откровенным, я бы упоролся в этот раз и сыграл бы даже не как биотик там или... Короче, наверное, я бы здесь ушел в разведку. Я бы здесь ушел в разведку, либо вообще в солдата. Потому что, ну, как бы стрельба, вы сами знаете, у меня в шутанах она очень серьезная. Хоть это, ну и шутан так, отчасти, да, но все-таки. Тут два варианта, вот либо раз, либо два. Итак, давайте прочитаем. Два варианта рассматриваю, больше не рассматриваю. Солдат. В экипировку лучших оперативников входит визуальный синаптический процессор, позволяющий наводить на цель с невероятной точностью. То есть, ну, это прям такие серьезные ребята. Уникальная способность: напор адреналина, оглушающий выстрел. Предпочитаем оружие: штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка. Короче, он долбит из всего. Вообще из всего. Инженер у нас стрелял только пистолет. Я с пистолета, но у него были очень жесткие всякие зажигательные патроны. Блять, что там только не было. Короче, всякие способности и прочее, и прочее, и прочее. Здесь, значит, что у нас еще? Солдаты обладают навыками ведения боя, никто не сравнится с ними по выносливости владения огнестрельным оружием. Кроме того, они приносят специальную подготовку, могут использовать любым типом спецпатрон, что, кстати, очень важно. Что такое разведчик? Разведчик — маскировка, воспламенение, взлом, понятно, что это такое, и искусственный интеллект. Предпочитаем оружие: снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Они умеют маскироваться и наносить вообще, короче, лютый РДД. То есть это чисто такой лютый дамагер, который вышибает просто на раз-два. У него чисто идет вот прям, ну, просто бешеный урон. Просто бешеный урон. Он именно такой точечный товарищ.
Штурмовики уже больше на всякие эти... Штурмовики немного другое, да. Берс. Вы говорили, восстанавливай сейф. Солдаты, бери лучше. Слово лучше пишется через букву Ч. Лучше, да. Про Серегу помнишь, у пневмослона песню? Послушай еще раз про тебя. Помните, да? Мерсенариус не помнит. По-моему, колониста я брал. По-моему, был колонист. Или космонавт. Или колонист. Не помню. Я не помню, какой был. Космонавта бери, я говорю из первой части. При прохождении что было. Чекните первую часть. Не, я могу сам открыть, посмотреть, в принципе, при создании персонажа в первой части. Плейлист есть внизу в описании, Mass Effect. Зайдите в первую часть. Кто здесь был? Я бы мог это проскипать, но из уважения просто. Нет, не землянин точно. Dead Space пройден. Денчик, ты невнимательно смотришь в плейлистах. Я вот тоже скиталец был. Но это типа космонавта. Типа не жили никогда на одном месте. Я думаю, что это не настолько прям пипец важно. По-моему, герой войны. По-моему, герой войны здесь. Я тоже думаю, по-моему, герой войны. Почему-то я вот прям припоминаю. Да. По-моему, так. Вот, на мониторе. Он реагирует на внешние раздражители. Выражает осведомленность о происходящем вокруг. Боже мой, Миранда, я думаю, он просыпается. Черт возьми, Уилсон, он еще не готов. Дайте ему успокоительное. Я не хочу успокоительное! Не пытайся пошевелиться, лежи, не двигайся. Мозговая активность невероятна, пульс растет. Жужжун, восстановите! Обожаю Mass Effect. Это опять усыпили, да что ж такое, а? I told you your estimates were off. Run the numbers again.
Mass Effect была потрясающей игрой. Wake up, Commander. Просыпайся, капитан! Ну как его после такого восстановили? Шепард, вы меня слышите? Вылезайте из кровати, на нас напали! Сережа! Shepard, your scars. Шепард, ваши раны не залечены, но нужно двигаться! Здание атаковано! Что, опять? There's a pistol in the locker. В шкафчике на той стороне комнаты есть пистолет, поторопитесь. Да, Grab the pistol and armor from the locker. да. You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a medbay. Сейчас, Сережа, папа настроит здесь это управление. Сейчас сенсивити он здесь начнется. Clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Это будет потрясающе. If you Так, shift это у нас патроны, пробивают щиты, уничтожают врагов, ну, синтетических утырков. Враги не могут вас видеть. Понял, принял. down, Shepard. Shield yourself from the blast. Опа. Сережа! Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Так, Look out! по жбану. To get to the shuttles. Зря вы мне это дали, парни. Не помню, как бегать. Блин. Будет очень больно. Shepard, security mechs are closing in on your position. Да Take я уж понял. Нормально коцают. Нихера вы, парни! Я понял. Тут, короче, такой не канает, да? Ага. Сейчас. nice work, Shepard. Тут так, пацаны, не работает в плане того, чтобы прям расслабиться, еще что-то. Здесь... Don't waste time. I can't keep the mechs distracted for long. Я понял. Очень классно, что здесь можно... Очень классно, что здесь можно прям спреить. Хорошо спреить. Бодро прям. Мне еще кое-что нужно. В плане сенсы. Вот так вот. More reinforcements heading your way. Grab the grenade launch. Here come the mechs. Use the... Я вот, кстати, к полоске вооружения это... Ага. Grenade launcher. They've А, seen нас отдать подано, Сережа! Take the elevator down one floor. Шо ты? Голова! Обидно, да? Обидно.
Ничего. Следующий выигрыш, как говорится. Hurry! Get to the door! Run! Мама! You're doing fine, Shep. Head to the next room and I'll try to meet you. Shepard, Это будет очень сложно. closing in on my position. К нам, говорит, приближаются какие-то там роботы. Ребят, убирать буду очень много, сразу говорю. А я не хочу. Да сейчас! Данные. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Но это про меня. Organs are again functional, and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject. Про бабосики надо не забывать. Initial results show promise. Она рассказывает то, что, короче, постепенно начали чувака, ну, меня восстанавливать. Стоимость проекта просто астрономическая. Уже более 4 миллиардов кредитов. Короче... Рассказываю коротко. Не буду, ладно, рассказывать. Короче, был совет. Люди были на самом дне этой иерархии. Им никто не верил, им вообще на всех, на них было похер. Когда мы вот это все провернули, что я сделал в первой части, мы стали спектрами. Это просто, это беззаконие. Здесь теперь можно воровать по-черному, понимаете? Новый проект, здесь бабок просто немерено. А вы, говорит, не боитесь, что с вас потом спросят за эти деньги? Осуждаю! Да, это полицейский с Рублевки, да? Короче, да. Вот, и, короче, мы теперь просто там, блядь, чуть ли не... Вообще просто, ну, то есть это неприкасаемая личность, понимаете? То есть это просто, это прям вау, понимаешь, то есть, да. Так что, если коротко, да. Ну, то есть, мы теперь вообще просто, просто вообще просто забей. И все. Ой. У меня странное ощущение, что сейф здесь не просто так. Сережа! Ты бы еще с гранатомета по нему дал. Он же не пойдет за мной? Так, секунду. Секунду, ребят. Сейчас папа все вспомнит. Ладно. А патроны у нас априори, да, заряжены? Если что, у меня есть чем ему вжагалить. Можно просто по ним насыпать, просто и все. Хорош. Хорошо. Что вы здесь делаете? Я думал, вам есть чем заняться. Рядовой Снежок! Мне нужны ответы! Слушай, друг, я не знаю, где и как я сюда попал, и голова у меня вот-вот лопнет. Может, расскажешь, что здесь к чему? Самое время, кста. Черт, я забыл, вы же здесь впервые. Простите. Я Джейкоб Тейлор. Я служу здесь. Обнаружен враг. Ну, конечно. Кажется, все хуже, чем я думал. Раз вы здесь, я все расскажу, но сперва нам нужно добраться до шаттла. Ну это на самом деле мудрое решение. Может, хватит мне указывать? Ты что себя как 15-летняя истеричка ты ведешь? Сейчас, секунду, в носик прызну.
вчера с Артемом Вульфом ходили по морозику и... Ой, носик опять. Ой, заболею, все, уйду в закат, да, будешь потом плакать. Давай, веди, Сережа. Станция Творят, Джейкоб, веди. Сначала разберемся с железяками. У нас мало термозарядов. Это у вас мало термозарядов, но я биотик. Ну, это понятно, что ты биотик. Сережа. Слушай, я тут что подумал? Сережа, поднимай! Бам. Хорош! Ничего, ты... Уж уходим к этой станции. У меня нет вопросов. Нас сейчас опять взорвут и опять вентилярд восстановят. Я и так весь покоцанный. Я хочу вылезти отсюда. Проверка. Мэйдэй, меня кто-нибудь слышит? Тут есть живые, ответьте. Уилсон, это Джейкоб. У меня тут капитан Шепард. Мы только что расправились с роботами в крыле Д. Шепард жив? Какого? Ладно, неважно. Выводи его оттуда. Идите через служебные туннели и выходите в комнату управления. Могу. Понял, принял. Вычеркиваем. Пошли. Я не хочу задавать никакие вопросы. Еще бы. Через эту дверь мы пройдем в служебные туннели. Давай, Снежок, давай, я на тебя надеюсь. Только не подкачай, не подведи, Сережа. Страшно, очень страшно. Оп. Это мой типичный тиммейт. Кста. Чик. Очень страшно. Ну-ка, подними-ка. Ах ты! Крыса тыловая. Давай, насыпай, хер ты присел! Хорош! 6. 23 года в Counter-Strike. Куда ты, сынок? С другой комнаты слышу. Ну ты видишь, здесь напруга идет. Переключили на максимальный уровень сложности. Напруга проникновения вообще просто по самые эти. Отставить панику! Нет, не надо слов. Не надо паники. Что думал, не залутаю? Могу. Физическое восстановление субъекта завершено. Это все про нас. Короче, рассказывается еще короткая история для Патау, которые не смотрели все эти заставки. Опа. Шепард. Сам ты даун. Эти сволочи мне в ногу попали. Уилсон! Ты был рядом, когда я первый раз пришел в себя. Да, я был там. Это этот, голова. Может, потом поговорим, когда я на ноги встану? Аптечки на стене должны быть отхилки, короче. Могу. Чего? Кого? Да ёп! О боже, Сережа! И сказал Господь, встань и иди! Спасибо, Шепард. Не думал, что вы меня спасете, что вы спасете мою жизнь. Пожалуй, теперь мы в расчете. Ну, как бы да. Я подумал, что смогу отключить охранную систему, но взломчик здесь все испоганил. Изменения необратимы. Мы не знаем, что ты тут делал. Почему тебя пропустили охранные роботы? Ты проник... А как это ты прошел сквозь роботов?
Так, пошло расследование. Значит, ледовой снежок ему тоже не доверяет. Вообще меня подстрелили. А, ну ясно, самострел в ногу. Ясно, девочка. Куда он был ранен-то в нож? Куда он сказал? Ну-ка, 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 ну-ка. Куда он пукнул, он ранен? Это импостер. Спасибо за такое количество лайков, ребят. Спасибо, я знал, сука, что ты ждешь. Я тебе третью часть завезу. Могу. Нет, не роботы в ногу, он сам. Возможно, это импостер, и когда он увидел то, что бегут люди, он себе в ножку бум. Может быть такое? Может. Я никому не доверяю, а я вот такой. Вы все для меня незнакомцы. Доберемся до безопасного места, там и выясним, кто виноват. Да, Шепард. Нужно найти Миранду. Снежку доверяю. Стоит забыть о Миранде, она была в крыле Д. Там повсюду роботы, выжить она не смогла. Значит, Миранда что-то про него знает, возможно. Либо она мертва, либо предательница. Нет, подожди, лысый. Не мути воду. Я верю Снежку. Блять, какой-то начинается этот найди импостера. Я тебе еще раз говорю, лысый, я тебе не доверяю. Он пытается слить. Он понял, что я с мамбой пришел. Миранда как бы нет, поэтому можно ее топить. Ничего у тебя не выйдет. Миранда мне улыбалась. У нее такая душа. Она меня вообще-то с того света, если что, вернула. Да, если что. Да, как бы это... Мы ей уже ничем не поможем. Так, а может не так. Что-то как девочка, а может так, а может не так. Но она пыталась мне помочь. Тогда почему она разбудила меня и предупредила об атаке? Ладно, может она и не предательница. Ну все, как писюн в стакане начинает этот Абобус. Нам надо спасаться. Мы здесь, а она нет. О, Сережа, все, я понял. Добрый вечер. Почему, говорит, мы здесь, а она нет? Ха-ха, на, отсоси! На, ёп! Почему, говорит, она здесь, а потому. Не пойму. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down, but this is getting tense. Ладно, этих мы завалили, но легче не становится. Шепард, если я расскажу, на кого мы работаем, ты мне доверишься? Не лучший момент. Ага! Замет. Сейчас, секунду. Проект Лазарь, программа, которая тебя воскресила, но в общем ее финансирует и контролирует Цербер. Привет, давно тебя смотрю. Где темная сторона? Мой хороший, Академия смеха, темная сторона. Они что-то пропали, потом начали перезаливы выкладывать. И вот если бы вот они перестали перезаливы выкладывать, ну, как мне ребята говорят, я бы с радостью посмотрел их, да? Да, хорошие ребята. Спасибо, ничего себе напруга на стрим. Посмотри, уважаемые люди, 10 тысяч рублев. Проект Цербер. А зачем он меня спас? Значит, я им нужен. Для чего я им нужен? Я крутой, мыслю. Если что, просто накидываю на вентилятор. Я крутой. Нет. Да. Я Спектр. Наверное. Хотя могли меня вычеркнуть, сказать, что я уже не Спектр. Я типа пропал, все, конец. Меня знают люди. Да, возможно. Я, кстати, очень неплохой наемник. И ведь у меня по факту были наемники. Димонки, спасибо огромное, родной. Я только что тебя поблагодарил. Может, у тебя задержка? Я особенный, я дивергент. Но вообще звучит знакомо. Когда мы разошлись с Аароном, мы, кажется, пару раз сталкивались с Цербером. Это какая-то радикально настроенная группировка людей, которые никому типа не доверяют. Так говорит Альянс. На самом деле все гораздо сложнее.
The Alliance Альянс declared you признал dead. тебя They трупом, gave они up. сдались. Cerberus Цербер spent потратили fortune кучу to денег do на that. твое воскрешение. Вот. Look, I'd be suspicious too. Слушай, я бы тоже Right now был we have to work together. подозрительным. I Но thought вообще you ты и так deserved to know подозрительный. what's Но прямо сейчас мы должны работать вместе. Once we're Ну, off the station, согласен. I'll take you to Когда the убедимся, когда выберемся explain со станции, я отведу тебя к Across. призраку. Обещаю, он тебе все объяснит. Чего он сейчас пукнул? Он сказал, что совет меня признал. Ах вы... Да за что... Я за них! Вообще-то! Я герой! Может, им выгодно было меня слить? Может, они обиделись? То есть, проект Цербер, некая группа людей ввалила в вентилярды, квинтилярды эстонских лир. Не знаю почему. Для того, чтобы меня как бы назад вернуть для чего-то. Ну, вообще, если отталкиваться от новых реалий, то какие бы они, какой бы там группировкой не были, вообще, как бы, я им должен быть благодарен. Чат, я прав? Наверное, в комментариях то же самое люди напишут. Типа вот это я не работаю на Цербер, я не такой. А кто такой призрак? Какая нахрен разница? Вообще-то, они меня вернули для чего-то к жизни. Ну как бы? Надо хотя бы выслушать. Чё надо от меня? Вперед! Не-не-не, ну надо по чести тоже, извините, меня с того света вернули, если чё. Кто такой призрак? Мы сейчас все узнаем. Ладно, если здесь ответов больше нет, давайте убираться. It's not much farther to the shuttle bay. Давайте, да, убираться. Подожди-ка, а у нас там вообще-то... Кстати, мне плюс герою дали. Да, здесь реплики, ты можешь стать бунтарем, там, героем в глазах, понял? То есть, ну... Ой, вот это вот вообще деду надо, вот это тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Первое, взрыв будет. Второе, поднять в воздух. Третье, это на момент, если жопа, прожал и убежал. Согласись? Я правильно же говорю? Правильно. А у этого только перегрузка, но наносит серьезный урон. Так, все готовы? Засада? Приготовились? Напряжение. О. Бабло собрали. Я сразу говорю, я буду принимать решения, какие бы я принимал в реальной жизни. Все как всегда. Что происходит? А? Ага, на, ёпта! Насыпаем, хорош! Вот этого додика подними, говорю его! Хорошо! Сыпем дальше! Подними! Хорошо! Патроны? Ого! Шутя ты черт, а? Хорошо. Так, парни, аккуратненько. Занимаем. Хайграунд главное занять. Поехали. Сыпем. Хорошо, на экспинах. Пошел. Хорошо, родной, сыпьте. Умничка мой, ты посмотри, у нас Dream Team какая-то сложилась. Это просто, ну и все. О, бабло. О, начинается, да?
А, ну все. Угу. Я не помню, как здесь ящики вскрываются. Я за 5 лет забыл. Сорян, если заруиню. Не помню, как ящики вскрывать. Что надо сделать? Одинаковые, да? Одинаковые найти. Нет, да, нет, да, нет, да, нет. Не помню. Поехали. Оп, оп. Да, ясно. Все, вспомнил, как вскрывается. 675 кредитов, ты серьезно? Все, что не важно, ребят, читать не буду. Такое, то, что, как сказать, пассивно. Слушай, ну я нормально на эксперте, на этом, на самом последнем сложности. Нормально, нет? Не, а то бы сказали, это не хардплей, он как девочка играет, всего боится. Уважение? Чи не уважение? Я очень стараюсь. Могу. Нормально? Могу, могу. Давай сюда, мы почти... Dead? What the hell are you doing? Что ты делаешь? Я на него хилку потратил. My job. Выполняй свою работу. Wilson betrayed us all. Уилсон всех нас предал. Вот такая вот игра Mass Effect. Ты мне угробил этого! У него взрыв был! Слушай-ка, что-то у меня о ней мнение начало потихонечку меняться. Давайте мыслить, что ее побудило так сделать. Может быть, она боялась, что он что-то расскажет? А может быть, он ее бросил? А может быть, он ее предал? А может быть, он что-то знал? Уилсон нас всех предал. Теперь его не допросишь. Нужно было взять его живым и допросить. Слишком рискованно, слишком много я сделал, чтобы вернуть вас к жизни. Зачем рисковать понапрасну? Ты действительно думаешь, что Уилсон на такой способен? Not anymore. Что-то вообще я ей как бы это... Что-то у меня к ней вопросов много. А как вы себе это представляете? Даже если так, заслужил ли он такой прием? Он перепрограммировал систему безопасности, перебил мой персонал и убил бы нас. Ты уверена, Миранда? Мы знали Уилсона не один год. Что если ты ошиблась? Я никогда не ошибаюсь. И она ему тонко намекает. Я думаю, ты уже понял, Джейкоб. У меня 0 доверия. 0. К Миранде доверия. К Джейкобу у меня доверие есть. Он такой, знаешь, типа работяги парня. Типа Эшли такой. Да, по-моему, Эшли. А вот к ней... Но она меня спасла. Хорошо, что теперь? Сядем в челнок, улетим. Мой босс хочет поговорить с вами. Имеешь в виду призрака? Я знаю, что ты работаешь на Цербер. Джейкоб. Могла бы догадаться, что твоя совесть не сможет промолчать. Врать капитану не лучший способ склонить его на нашу сторону. Раз уже так типа разоткровенничались, капитан... Может быть, ты, говорит, желаешь узнать что-то еще? Снеговик, спасибо. А где ты была? Любопытно, что ты прибыла, когда, типа, мы уже отбивали. Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask. Она говорит, этот лысый, говорит, голова, он подослал на меня армию роботов. Я, говорит, как смогла, так добралась. Возможно. А другие выжившие? Ей плевать. Ей плевать на все,
Казуальная сложность. На Твиче у стримеров казуальная сложность. Здесь только хардкор. Поняла, нет? Или понял? Ясно, девочка. Другие выжившие. What about the rest of the people Что on the насчет station? остальных? Ей плевать This на is них. the evac area. Это зона If эвакуации. they're not here now, Если их they're еще not нет, coming. значит их и не будет. Но некоторые могли We выжить. can't leave without knowing Мы не for можем sure. We отчалить, need не to go back убедившись and look. наверняка. Нужно вернуться и Don't you осмотреть. get it? Вы не понимаете, что Only вы one worth единственный, кто saving is заслуживает you. Everyone спасения. else is expendable. А остальные She's right. расходный материал. The Она only права. risks when we Когда signed мы up. подписывались на это дело, мы You, знали, there's на no что point идем. to any of Важность this. представляешь только ты. Ну, у них есть задача. У них есть задача, и она четко, ну, если так, вот, у них есть четкая задача спасти проект, в который вложили огромное количество денег, для того, чтобы этот проект прибыл к тому, кто в него вложил эти деньги. У меня I've нет had enough of вопросов. this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Что? Ну что? Что ты узнаешь? Сейчас все будем узнавать. А вот для чего? Вот это другой вопрос. Before you meet with the elusive man, Перед встречей с we need to призраком ask мне a few придется задать questions несколько to вопросов, evaluate чтобы your оценить condition. ваше Come состояние. on, Miranda. More tests. Хватит, Миранда, сколько еще нужно Shepard took тестов? down Шепард those справился mechs с without any роботами trouble. без малейших It has to be проблем. good enough. Это должно It's быть been 2 достаточно. years С since момента the attack. сражения The прошло elusive man 2 needs to года. know that Призрак Shepard's хочет убедиться, personality что and memories личность и are воспоминания Шепарда невредимы. Ask the question. Хочешь задать вопросы? Сколько? Подожди, с чего? Они 2 года меня по вот этим вот маленьким частицам собирали? Did you say 2 2 года? years? Меня так долго не было. I've been gone that long? 2 years and 12 2 года days. и 12 дней. You were on Большую часть этого operating времени вы table провели for на most of it. операционном столе. The sooner we start, Чем the раньше sooner we начнем, can тем be раньше done. закончим. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted in one of Metal Он fighting пересказывает, Batarians during the кто я Skilling был. Blitz. Do you remember that? Я не собираюсь никому никакие вопросы We should отвечать. move on. Идите нахер. There are other tests we really should run. Можем провести другие Come on, проверки. Miranda. Enough with Хватит the тестов, quizzes. Миранда. Я не знаю, вы Memories что, are угораете, что ли? Вы vague. меня I can воскресили, vouch for чтобы мне Shepard's еще combat вопросы skills задавать? personally. I suppose you're right. Наверное, ты прав. We'll Будем have to надеяться, hope что the призрак elusive хватит man нашего accepts маленького our little полевого field теста. test as evidence enough. Слушайте, ну подождите, тогда вопросы к совету отпадают. Чувак просто пропал в космосе, его не было 2 года. Ну, как бы, а какие вопросы к The elusive совету? man is waiting for you in the other room. Призрак ждет в следующей комнате. Нет, а что мы тогда хотим? Подождите. Он просто испарился в космосе. А с чего мы должны триггериться на, как бы, на совет-то? Как бы... Что здесь? Кого? Подожди, чего? Шлема нет, у меня всегда был шлем. Ну это вообще уважение. Нет. Нагрудник. Ты прикинь? Обалдеть. Матовый. Хотя можно глянец взять. Можно вообще вот такой оставить. Оттенки? Не-не-не, я на черном останусь. Черный и... Ну, вообще, как бы классика канала, если что, да. Я вот так даже сделаю.
Не хочу ничего. Не хочу. Я хочу все оставить как есть. Хочу оставить все как есть. Знаете, если быть совсем откровенным, я бы и здесь оставил все как есть, ребят. Ну, вот, наверное, может быть вот так. Наверное, вот так. Как вы считаете? Все-таки мне кажется, я достоин такого костюма. Если учесть первую часть. Как вы считаете? По-моему, более чем достоин. Ну, прям, да. Наверное, во второй части я достоин этого костюма. Все, кто смотрел первую часть, знают, что это такое. Ребята пишут, Лех, есть характеристики. Аж так. Двойной здоровье повышается на 5%. Потрясающе. На 5% здоровья это да. Урон от оружия. Нет, нам здесь прям вот отхил очень, точнее, хил нам здесь прям, он не то чтобы актуален, он прям ультра актуален. Да. Здесь нам просто можно не пережить очередных этих напасов. Красота, красота просто. Как я рад, что я в этот мир опять вернулся. Бля. Это фильм, это прям фильм, вот прям фильм. Нафиг смотреть всякую шляпу, когда можно... Заметили, да, какая предосторожность? Как он общается? Капитан Шепард. Призрак. А я рассчитывал, что мы встретимся лицом к лицу. Необходимая предосторожность. Она вполне понятна для тех, кто знает то же, что и мы. Так. Нам нужно с ним очень аккуратно, я бы сказал, разговаривать. Это человек, который спас нам жизнь, ввалил огромные деньги и зачем-то вернул по факту с того света. Вы меня не знаете, это бред. Он его прекрасно знает, он бы его тогда к жизни не возвращал. Что мы знаем? И что же такое мы знаем? Что наше место во Вселенной гораздо менее надежно, чем нам хотелось бы. Место, в смысле, людей, расы. Этот мужчина, очень особенный мужчина. Единственное, что стоит между человечеством и самой, самой страшной для него угрозой. Жнецы. Как меня радует, что ваша память в полном порядке. Как самочувствие? Он все про нас знает. Он все знает, грубо говоря, про Mass Effect 1 он знает все. Вы мне не друг? Ну, теперь он твой новый друг. Можно играть, я еще раз говорю, в маминого бунтаря, но чувак нас вернул к жизни. Спустя 2 года и огромные деньги вложив. Кем бы он ни был, кто бы он ни был. Мы ему торчим, мы ему должны просто по гроб жизни. Опустим любезности, возможно, но я отвечу неплохо. Он просто поинтересовался, как самочувствие. Неплохо. Я смотрю, появилось некие полезные нововведения. Мы старались как можно меньше вмешиваться в ваш организм. Нам нужен был тот же человек, что победил Властелина. Победил. Что ж такое сотворили жнецы? Типа, что они сделали? У нас война. Никто не хочет признавать этого, но на человечество совершено нападение. Пока вы спали, несколько колоний исчезло целиком. Человеческих колоний. Мы считаем, что это делается по приказу жнецов. Как Саран и Гетта помогали в свое время Властелину из первой части. Вам довелось иметь дело лично, и у нас получилось добиться победы. Это лишь одна причина, по которой мы выбрали вас.
Я бы очень хотел здесь лор узнать. Редко узнаю, но мне здесь безумно интересно. Это прям вот вся завязка. Fighting a war doesn't Мне seem казалось, like что Cerberus. Цербер не воюет. Why are you С чего вы вдруг вообще вы проявили интерес? Наша цель — сохранение человечества и его развития. Если жнецы нападут на нас и попытаются уничтожить, Цербер их остановит. Если мы будем ждать решения политиков из Альянса, можно считать, что от человеческих колоний уже типа ничего не осталось. Он прям база на базе долбит. Вообще жесткие базевичи. Похищение. Властелин пытался устроить жатву во всей галактике, с чего бы жнецам сосредотачиваться на паре человеческих колоний. Логично. Сотни тысяч колонистов исчезли. По-моему, это вполне укладывается в понятие жатва. Никто не обращает внимания, потому что атаки нерегулярны, типа на колонии. Не знаю, почему вдруг они выбрали человечество. Возможно, их внимание привлекла ваша победа над одним из них. Это могло триггернуть, в принципе, более чем помощь Альянса. Если это угроза для человечества, нужно ставить на ноги Альянс. Альянс сейчас захлебывается властью, которую вы им подарили. Они слишком заняты выстраиванием отношений, чтобы тратить ресурсы на проверку слухов о жнецах. Проще свалить вину на похищение на наемников и пиратов. Это звучит правдоподобнее. Ну, то есть это, да, обычная бюрократическая вот эта вот машина. Так как мы весь совет уничтожили, власти не было, и понеслась. Шепард отлетел в космос, свидетелей нет, никого нет, все, кто остались, рты закрыли либо убрали, и в конце концов сейчас все заняты дележкой территорий. Если на пальцах объяснять. Поэтому им вообще похер, кто там кого атакует, что там происходит, и заняты они не тем, чтобы защищать все человечество, а просто заняты полноценной херней. Изучить, почему я. На те средства, что вы вложили в мое воскрешение, можно было нанять целую армию. Вы уникальны, Шепард. Дело не только в ваших навыках или опыте, но в том, что вы из себя представляете. В переломный момент человечество обрело в вас защитника. Вы не просто боец, вы символ. И я не знаю, могут ли жнецы бояться, но после того, как один из них пал от вашей руки, им стоит вас уважать. Ну, вообще, он прям просто, прям вот все в цвет. Все в цвет. Вы знаете, он мне, вот этот чувак-призрак, он мне представляется таким, знаете, идейным, таким, блядь, фундаментальным, таким вот настоящим, вот знаешь, вот чуваком, который просто говорит: слушай, мы тебя вернули, у нас есть бабки, если ты сейчас не вмешаешься, те заняты ерундой, типа, нам нужен лидер, давай, барабан на шею, флаг в руки, яхай, опыт есть по факту, да, мы уничтожили уже одного из них, этих, да. Да, как Ленин, да-да-да, вот. На броневика только не хватает, да. У меня теперь главный ко всем вопрос. А стоило ли? А настолько ли они идейные? Но я думаю, мы об этом узнаем, да. Очень интересно. Спасибо, ребят. 3000 лайков. От души. Возможно, я вам верю, с чего начнем. Возможно, я вам верю. Если вы говорите правду, и мы за всем этим стоят жнецы, я подумаю о том, чтобы помочь вам. Прими вы предложение, не увидев все собственными глазами. Короче, у меня наготове челнок, который отвезет вас на путь свободы. Миранда и Джейкоб вкратце обрисуют положение дел. А мне можно вообще им доверять? Миранда хладнокровно расправилась с Уилсоном. Джейкоб просто наемный солдат. Вы думаете, я им буду доверять? Уилсон когда-то был одним из лучших моих агентов. Но он предал нас. Миранда сделала именно то, что я от нее ожидал. Она не раз спасала вашу жизнь. Джейкоб солдат, один из лучших. Он никогда полностью мне не доверял, но никогда этого и не скрывал. Ну, правда, типа он правду матку рубит. Вы будете с ними ладить, по крайней мере, пока. Чего вы ожидаете? Что я должен найти? Если бы я это знал, не пришлось бы вас посылать. Найдите все возможные зацепки. Кто похищает колонии. Короче, про все нужно узнать. Я вернул вас к жизни. Остальное — ваша задача. Мне нечего сказать.
Он все, вообще абсолютно все сказал в цвет. Он говорит, что ты от меня хочешь? Ты хочешь, что ж, я тебе еще того самого? Все, давай, сам там разбирайся, что хочешь делай и так далее и тому подобное. Вот так вот. И в целом он прав. В целом он не то чтобы прав, он прям прав. Да, по фактам. Что? Откройте меню. Отряд. Мне второй левел дали. Под вашим изображением ваши очки героя-отступника. Чем больше у вас очков, тем больше вариантов диалогов будет вам доступно. Ну, вообще я на героя тогда шел, если что. Так, нам дали левел. Ой, господи. Нам надо что-то, чтобы выживать. Мне очень страшно. Потому что дальше будет кукан полный. Нам сейчас на самом деле очень повезло. Что дает оперативник? Благодаря интенсивным тренировкам увеличивается наносимый вашим оружием урон. Снижается время восстановления умений. Замедляется время при прицеливании из снайперской винтовки. Ого. Ого-го. Здоровье плюс 5, мощность оружия плюс 3. Это как сигнатурка, да-да-да. Ну, хорошо. Я так понимаю, это на весь отряд или на одного меня? Очки отряда. Как это работает? Я пока вижу одного. Наверное, только на меня. Окей. Маскировка. Ваша атака и засада становится более опасной. Если вы не нападаете, то маскировка действует дольше. Короче, знаешь, для чего инвиз нужен? Короче, из состояния инвиза плюс 20% к атаке. Ушел в инвиз, достал снайперку, ушел в инвиз и вжагалил из инвиза, это сразу шапка отлетает. Патроны наносят больший урон щитам и врагам синтетикам. Их очень много, они очень, заразы, сильные, и, наверное, вот это вот еще более актуально. Здесь главное сделать правильный выбор. Патроны наносят, время перезарядки, длительность эффект длится до тех пор, пока цель не будет наложен другой эффект. Урон, наносимый щитам и синтетикам, на 30% превышает урон при использовании стандартных патронов. Плюс 30% к урону. Но сюда тогда 2 очка нужно. Сука, что игра делает? Здесь на все надо. На все еще левел нужен. Ребята, мы не откроем. 2 очка нужно. У нас одно. Окей. Так, сейв. Сохранить обязательно. Это просто шедевр, а не игра. Просто шедевр, мать его. Это же просто. Аля. За что отступник? Плюс 2 отступник, плюс 2 герой. Могу. Мне удалось произвести на призрака впечатление. Мне не терпится выяснить, оправдаешь ли ты его ожидания на следующем задании. Ну, вообще, как бы, спасибо, наверное, за воскрешение. Как бы, наверное, какая бы она там ни была, наверное, надо бы ее поблагодарить, да? Как бы, ну, так чисто между нами. В этой суете я все не успеваю сказать, какая великая моя велика... Блять, короче, благодарность проекту Лазарь. Надеюсь, оно того стоило. На той станции умерли многие.
чем проблема? Ты по жизни такая стервозная или мне так просто I have the кажется? utmost respect Шепард, я for не your испытываю abilities, глубочайшее уважение к It's вашим your навыкам. motivations that Меня concern беспокоят me. ваши I мотивы. believe in what Я верю в Cerberus цели stands Цербера, for. а вашу Only time лояльность я will могу tell if you поверить prove только to be со an временем. asset or a liability to our cause. Я! Слышишь ты? Я, блядь, Спектр вообще-то. В прошлом. Я герой, блядь! Если мы с вами поработаем, может быть, вы завоюете мою лояльность. Я свой... It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Знаешь что? Да, давай. Расскажешь мне. Смотри, а! Потом 40 лет, 25 кошек, обоссанные углы. Будет потом, да? Ой, вот бы сейчас бы с Шепардом замутить. А все! Уже стали, все, на корабле уже в закат я полетел, или с кем там. Все, Сережа, все. Уже руководитель этого всяких проектов, да, начнется свой корабль, и ты мне нахер не нужна будешь. Зараза. Я рад, что призрак убедил тебя присоединиться к нам, капитан. Я не хочу вот это вот... Я пока подожду с выводами. Вот это вот, колонистам нужна моя помощь. Я просто хочу выяснить, что случилось с пропавшими людьми. Все. Я все еще не доверяю Церберу. Ты доверяешь мне, капитан? Фредди, мое почтение. Fucking slaves. Так. Но он прямо лупит. Да не, ребят, но про него отзывался призрак, что он один из лучших солдат. Он прямолинеен. Как и в свое время он сказал призраку, что он типа это. И он мне в лоб задает такой же вопрос. Я как капитан должен ответить да или нет. Мамба, если ты меня подведешь, я твой... Я чувствую, что он наш. Не знаю. Да. Ты хороший парень, Джейк. Разве что работаешь не на тех людей. Может быть. Но я думаю точно так же, когда был с Альянсом. Именно поэтому я здесь. Что-нибудь знаешь о колонии, в которой мы направляемся? Она называется «Путь свободы». Больше ничего не знаю. Думаю, разберемся на месте. Да, сэр! Есть, сэр! Пост дал, пост принял. Так, а дальше-то куда это? Блин, а как мне Нормандию новую там? Я хочу, чтоб, ну, Нормандия там. О, нифига себе, смотри, новый уровень. Итоги задания Шепарду вместе с оперативники Тейлорами. Тут все прям расписано. Гранатомет, да. Финансирование Цербера. Это они мне... Это они мне это? Это они это? Да? Это они мне это самое? Подожди. Найдено кредитов 7500. Кредиты, но это бабло, местная валюта. То есть они мне еще половину от того, что я нашел, на карманные расходы, на эту. Да, ну как говорится, ну на планете, да, надо же изучить этот Bad Trip, там вот это все остальное. Да? Не, ну я, блядь, легенда, ёпта. Ну нормально, могу, 11250, могу. А деду надо. На какое пропитание? Скоро будем на месте, Шепард. Призрак назначил вас главой операции. Какие будут приказы?
Моим первым приказом, Миранда, солнышко мое, будет пригубить полувялого Джеки Чана и перестать так разговаривать с главой, как там, операции. Поняла, нет? И если ты это не сделаешь, то на Баркас назад полетим мы вдвоем с мамбой. Зараза. Шепард, глава операции. Все. Вы уверены, что станете работать под моим командованием? Мы воскресили тебя из мертвых не для того. Так. Так, мы прилетели на... Да-да-да-да-да-да, здесь могут быть выжившие. Надо найти выжившие. Наша главная задача — поиск выживших. That's unlikely, Commander. Маловероятно, капитан. Других No one колониях was left at никого the не other осталось. colonies. Они были They were абсолютно completely заброшенными. deserted. Ну-ка, помолчи! Хорошо было бы найти кого-то живого. Это явно лучше. лучше, чем погулять еще по одному городу-призраку. Если бы она бы знала, что в свое время, когда я прилетел куда? Правильно, на ту самую планету в самом начале первого Mass Effect, именно там я нашел тех, кто мне все рассказали, выжившие. Поэтому не надо мне трепать бабушку. Смотри, какая, а! Сейчас, кстати, посмотрим, что у нее за навыки. Новое оружие. Вот, пожалуйста. Цербер предоставили дополнительное оружие. Ну и что это такое? Вот это! Гаубица, Сережа! Да. Вот это деду надо сейчас как... Из инвиза, прикинь! Как шандарахнем с тобой. Ой, сейчас сработает. Так, чего она может? Давайте разбираться. Во-первых, мне надо пятерка. Пятерка сразу прожимается. Патры активируются. Дальше вопрос. Чего? Кого, блядь? Ой, мне такое не надо. Я такие не люблю пистолеты. Блин, а как вы это... Как убрать-то? Как лишнее оружие убрать? Я не хочу... Ну идти же, посади же, а. Прикинь, оно через один, ребят, идет. Ладно, с полуавтоматического сейчас насыпем. По девочкам. Подожди, а если мы вставляем эту штуку, да, то если я переключаю назад на ствол, нет, ты заряжаешь, и оно остается. Ага. Ага, могу. Так, понял. Хорошо. Что у меня могут работяги? Значит, он у нас... Мальчонка у нас... Он у нас, я так понимаю, солдат. Так, секунду, я пока не могу вкурить. Дробовик такое. Так. По-хорошему, они у нас будут сами, да, юзать способности. Но я могу еще быстрее юзать. Это бабца у нас с пистолетом-пулеметом. Ага. Крупнокалиберный пистолет. Да не, пусть сыпет. Пусть сыпет с пистолет-пулемет.
Я же правильно, да, мыслю? То есть, или я сам юзаю способности, или, короче, они сами. Сейчас я привыкну к аппарату. Так, получается, вниз. Это пистолет. Вверх это снайпер. Блин, я бы, конечно, жаль, да. Я бы себе взял прям... Нап, спасибо огромное. Так, пытаемся здесь что-то залутать, может быть, что-то найдем. Я не уверен, что здесь есть лут. Если что, на меня без обид. Если какой-то затуп или еще что-то. Так, а после этого идет снайперка, да? Мне надо бегать именно вот с... Блин, я их путаю пока что. Вот это, по-моему, да, по одному патрону? Кого прицел здоровый, тот и это. Первое время буду в оружии путаться. Чуть-чуть, не обижайтесь. Я, ребят, привыкну. Аккуратно. Похоже, все просто поднялись во время обеда и ушли. Застали врасплох, что могло случиться. Через shift оружие менять. Останавливать игру. Хорош. Что могло их заставить? Опасное место, очень похожее на засаду. Какая-то шляпа, ребят, если честно. Странно, тел нет, конструктивных повреждений нет. Никаких следов сражения. Люди просто взяли и пропали. А что могло приключиться? А, да это понятно. А что же у нас могло случиться? Резкое нападение, но куда тогда все делись? Если что, это я не спрашиваю у чата, это я размышляю. Не более того. Здесь закрыто все? Да. Косарь кредитов на ровном месте. А я могу им сказать: открой дверь? Или нет? Пошел процесс. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Это мусор обычный. Кстати, может быть, вы и правы. Наверное, действительно так удобнее переключаться. Да. Сыпьте, сыпьте, сыпьте. Шапка сразу улетела. Ты что, угораешь? Иди нахер от меня, Сережа! На, ёпта! Хорошо. Почти улетел. Хорошо. Кто-то перепрограммировал алгоритм роботов, и началась какая-то содомия. Очень удобно через shift, на самом деле. Гораздо быстрее, чем ты будешь листать, перелистывая через одно оружие, которое тебе нужно. Намного удобнее. Слушай, ну пока держимся на хардкоре, но пока держимся. Когда будет совсем жопа, то, ну, не обессудьте. Буду все равно дальше пытаться. Обещаю. Даже если со слезами, с соплями.
Аптека. О-о-о. Начинается. Поехали. Бабло? Еще плюс 2000. Хорош. Не знаю для чего, но бабки нужны. 100%. Пошел-ка ты нахер. Хорошо? Ёпта, вот это тушите говно! Иди ты. Мэйдэй, мэйдэй. Хорош, вообще просто из инвиза. Хорошо, хорошо идет. И еще бабки. Тузик, нифига себе тузик. Маскировка вообще имба. О! Здорово, парни! Всем тут работает, Даймон! Wait, Shepard? Дали? Я, говорит, с этими уродами из Цербера не имею, типа, дел. Шепард, ты жив? You're alive? Ну да. Это я. Ты ж моя хорошая, господи. Да, это я. Да, могу. Могу. Цербер собрал меня по кусочкам, Талия. За это попросили расследовать нападение на людские колонии. Кто бы мог подумать, Цербер на людей We're well within our rights to investigate attacks on Мы как раз в human твоем colonies. праве, говорит, расследовать нападение на колонию людей. Хотелось бы знать, что вы здесь делаете. Weapons down, Praza. Убери оружие. Whatever's going on here, I don't think Чтобы we need здесь another не происходила fight. драка ни к чему. Извинись! One of our people was here on Там pilgrimage. His совершал name was паломничество один из наших. Его зовут We came to find Витер. Мы ищем его. А, здесь и Витер, короче, отлетел. Его нашли? Если Витер выжил, то он, может быть, расскажет нам о случившемся. Надеюсь, мы его видели, но он, пожалуй, не в лучшей форме для рассказов. Он был ранен и нервничал. He was injured and nervous around. Я не думаю, что она врет. Она хочет сказать, был в нестабильном состоянии. Плюс поврежденный противогаз на скафандре. Зараза от открытого воздуха. Парень мог попросту сбредить. Когда Витер увидел, что мы садимся, он спрятался на складе, на дальней типа окраине города. Мы подозреваем, что он добавил, приказал роботам стрелять во все, что движется. Значит, его что-то испугало. Значит, он от чего-то очень сильно напрягся. Так, Тали, солнышко, ну мы все сами уладим. Конкретно в этой ситуации. Лучше возвращайся на свой корабль, Тали. Мы дадим знать, когда найдем Витера. Еще что, я не позволю Церберу нас обскакать. Шепард, я не хочу тебе перечить, но и Цербер к этому допускать не хочу. К тому же нам надо работать вместе. Иди к складу через центр колонии, мы обойдем по дальней стороне, отвлечем на себя часть роботов. Вот. А чё это ты ненавидишь, подожди, Цербера? Почему? Цербер убил кварианцев, проник на нашу флотилию и пытался взорвать один из наших кораблей. Я бы не стал трактовать все именно так. Не было ничего лишнего. О том, кто кого убил, поспорим позже. Сейчас у нас есть дела. Согласна. Нам надо всем спасти Витера. Похоже на план. Ну, если хотим разделиться, типа они идут отдельной группой. Давайте разделимся. Кто умрет первым, пишите в комментариях. Типа на связи. Встретимся на той стороне. Легко. Так. Виктор. Витю надо найти. Ну, вообще, он Витер. Или Витор. Но сути это, если честно. Впереди группа дроидов. Я понял. Могу. Прицел 120. Опа!
Меня к этому жизнь не готовила. Сидит, сидит, смотри, дурак. Серега! На, сосать подано, Сережа! Сидит у моего сейфика. У сейфика у моего сидит гадость такая. Денежки мои лутает, да? У-у-у! Я в тильте. А где уведомления? YouTube, не расстраивай. Самые лучшие уведомления в телеграм-канале Hard Inside. И, кстати, на YouTube тоже можно прожать уведомления, дабы приходили оповещения. Делается это один раз, и, как говорится, один раз уведомления приходят всегда. Use overload on him. Ёпта! Да ёпта, ты что гонишь, что ли, Сережа? Вы чё, парни? А чё за чик-чик-то? Я не хочу чик-чик. There we go. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected Нам Тали this. говорит, короче, этот хочет нас обмануть, типа забрать первым Витора и все, и улететь. Типа, давай, говорит, по это. Не струя себе фонтан. Нормально. 100 кредитов, ну конечно. А сколько же еще-то, ёпта, может быть? Не 2, не 5, не 100 тысяч, а 100. Why not? Молодцы, ребята, хорошие такие. Мне они вообще сразу понравились. %100 какая-то лажа. Ёпта! Ты чё, мать? Туши, 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 туши! Хорош! Уронил! Ёб твою мать! One less. Enemy down. Уконтролил, нормально. Жесть вообще просто! Кого, блядь? Ну-ка, поехали. Бронебойными! Нахер. Overloading their systems. Hurry, Shepard. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. Витер, у нас здесь чуть проникновение не Tearing случилось. Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay. Причем проникновение прям Take cover by the doors. полного. Shepard, you take point.
Отправляйте бойцов к отметкам. Хуе, да? Heading to cover. Got it. Take point, Shepard. Подожди We'll секунду. cover the door. Ку это кто? У бабца. Угу. On it. Understood. Могу. Так, ну здесь надо по любасу We'll take cover by the переключаться на doors. эту. Shepard, you take point. Вы кого нахер триггернули-то? Ты кого, я не пойму, вы друзей, что ли, с собой позвали, Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Очень тяжело, говорит, его будет завалить. Правда? Overload will take out their shields. Сколько, блядь, у него щитов. А как тебя бить-то, дурака? Come on over. Ой, хорошо идет! Deploying tech overload. Души лошню! Броня пошла, нормально! Я пошутил! Твою мать! На, ёп! А как? Как, Сережа? Нормально. Ёпта! Парни, у нас вообще конкретные, блядь, проблемы есть. Он неадекватен. Да какого ты меня видишь, слышь ты? Что, угораешь, что ли? Да в смысле, ёпта, я же в этом был! Я же в инвизе! Ясно. Чмо на читах. На, в шапку лови. Ну конечно, ну ёпта, я тебе говорю, ему вообще плевать на эти щиты, не щиты. У него все хорошо. Парень вообще на позитиве максимальном. О! Ладно. Давай, насыпай по нему. Хорошо, еще сыпем. Да, бабушки на рынке, ёпта, расскажешь. Опа, нет меня. Хорошо, не шутя! Мы сильные, ёпта, на! Нихера себе, Сережа! Так мы с тобой, мы же это... И все? He goes. Ты видел, нет? И только писюны по стенам. И все, ты видел, нет, что вообще произошло? Поврежденный и мир. Это то есть он не один здесь был, так-то, если чё. Пипец, у меня все... Я прям напрягся сейчас. Да
Да не, вы чё, пацаны, хорош. Так, все, я сейчас могу. Я теперь перестраховываюсь. 3К кредитов, между прочим, извини меня. Боеприпасы. О! Это мне, знаешь, на что дали патроны? Вот это я могу. Мне вот другое интересно. Это что-то дает? Ну, типа, вот мы контейнер ломаем, ну и чё? В них что-то может быть? Пока, судя по моим наблюдениям, в них может быть только песос, и все, и ничего больше. Не, подожди, подожди. Подожди. Боеприпасы к тяжелому оружию. 2000 какого-то иридия. По-любому что-то где-то для крафта надо. И просто очко хейтера ставлю. И того, кто лайк не ставит, что это нужно. Витер, монстры возвращаются. Роботы защитят. Здесь нет Роя. Надо спрятаться. Нет монстров, нет Роя. Нет, 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 нет. Поехавший. Витер. Витера нет. И здесь Рой не найдет. Надо... Алло, ты в безопасности. Больше никто не причинит тебе вреда. Вряд ли он слышит вас, капитан. Есть второй вариант развития событий. А чё с экранами, родной? Погасли? Вы человек. Где вы спрятались? Как вы сумели скрыться от них? Who didn't find us? Кто тебя не нашел? Эти чудовища, Рой. Они забрали всех. Расскажи нам, что случилось. Питер, почему колонисты не сопротивлялись? Что случилось? Вы не знаете, вы не видите. А я вижу все. Да, я особенный, я дивергент. Looks like security footage. He must have pieced it together Запись manually. охранных камер. My God. I think it's a collector. Кажется, это коллекционеры. Инопланетная раса. Они появились где-то за ретрансляторами Омега-4. Мало кому вообще удавалось их увидеть. They usually work through intermediaries, Если like они работают slavers через or посредников, hired например, mercenaries. работорговцев или наемников, involved with the если они Reapers как-то связаны с somehow, it could жнецами, explain what возможно, happened to the это colonies. объяснит, что стало с колонистами. У коллекционеров есть мощные технологии, у них может быть оружие, способное нейтрализовать сразу целые поселения. Про ищейк никто не спрячется, ищейки найдут, заморозят тебя, пока монстры тебя не заберут. Ага. Продолжай. Что случилось потом? Монстры забрали людей. На корабль и улетели. Корабль улетел. Но они вернутся за мной. Никто не скроется. Спасибо, Витер. Спасибо за рассказ. Ты очень нам помог. Я их изучал. Монстры, рои. Записал все на инструментрон. Много данных. Темная энергия. Поделишься? We need to get this data to Эти the данные elusive нужно man. доставить Grab the призраку. Quarren and call the shuttle to come pick Бери us up. кварианцы, вызывайте шаттер. Пусть нас забирают. What? Vitor is in... Витер ранен, ему нужно... Его нужно лечить, а не допрашивать. Мы не желаем ему вреда, нам лишь нужно понять, знает ли он что-нибудь еще. Your people tried to Твои betray us соплеменники once уже already. пытались If нас we give them предать. to you, we'll Если never мы get the отдадим его intel we тебе, need. так и не получим данных. Праза был идиотом. Они, его бойцы, за это заплатили. Пожалуйста, войди инструменторн Витера, но его оставь мне. Так, секунду. Секунду. Алло. Воу. Мы на планете нашли единственного выжившего.
Тут все дружно топят, что нужно как бы его вообще-то по-хорошему бы и забрать. Он может рассказать больше. Либо все, что он знает на данный момент, он передает нам. А ну-ка, Тали, а ты не хочешь с нами пойти? И к чему вам забирать Витера и уходить? Мы могли бы сотрудничать, как в старые времена. Мне даже сейчас поверить трудно, что ты жив и работаешь на Цербер. У меня свои цели и свои миссии. Я не могу так просто уйти, даже ради тебя. Знаешь, солнышко, ну, тогда как бы, если чё, у меня тоже своя миссия. И у меня есть четкое задание, раз как бы даже ради тебя там вот эта вот вся шляпа. Тебе было предложено, полетели с нами. Если ты, как бы у тебя есть своя миссия, и ты этим апеллируешь, то как бы у меня есть задача разобраться, что к чему. Как здесь поступить правильно? Меня вернули жизни, отправили на миссию, мы хлопнули, грубо говоря, по рукам. Тали, преследующая, да, моя бывшая хорошая знакомая, 2 года назад, мы не знаем, что с ней происходило. Она преследует свои цели, у нее есть своя миссия, так что сорян, но он пойдет с нами. Цербери ему ничего дурного не сделают. Тали, даю слово, эта информация нам нужна. И ясно, что кварианцы делиться не хотят. Я тебе верила. Иди просто нахер. С ним все будет хорошо, мы обещаем. Нам нужно просто больше узнать о коллекционерах. Что, нет? Я не понимаю. Спасибо, тебе тоже не хворать. Спасибо, Кент. Че вот это вот за капсулы? Может быть, типа как для перевозки, переноски людей? Интересно. Шепард, отличная работа в пути свободы. К несчастью, у встреченного вами кварианца не было полезной информации, его разум серьезно помутнился. Мы вернем его мигрирующему флоту. Но, что самое главное, вам удалось подтвердить, что похищение – дело рук коллекционеров. Кто они? Расскажите мне все, что вам известно о коллекционерах. Они периодически летают в системы такие-то и собирают всякие бесполезные на первый взгляд вещи или образцы живой природы. Обычно они обменивают их на что-либо там. После всех торговых операций они исчезают так же стремительно, как и появляются, возвращаются куда-то в неизвестность. До сих пор у нас не было свидетельств прямой агрессии со стороны коллекционеров. То есть это такие чуваки, которые собирают сведения, которые появляются из ниоткуда и пропадают также в никуда. Спасибо. Может быть, они что-то изучают и типа как раса ученых, которые собирают сведения о чем-либо и продают их. Очень похоже на это. И тем более они очень далеко. Они говорят, что они где-то там в системе Омега-4, откуда, короче, там типа никто и не знает. До сих пор не было свидетельств прямой агрессии со стороны коллекционеров. Что за Омега-4? Почему ретранслятора Омега-4 нет на карте?
Что мы о нем знаем? Только то, что корабли, которые пытаются через него пройти, никогда не возвращаются. Самая убедительная теория гласит, что ретранслятор как-то по-особенному реагирует на корабли коллекционеров, пропуская их. Если они могут управлять ретрансляторами, это еще один аргумент в пользу версии со жнецами. Блять, ну тогда как бы к ним... Не особо у меня доверие есть, на самом деле, к этим коллекционерам. Тем более они уже спалились на том, что они проявили агрессию в отношении людей. Интересно, есть идеи, почему они переключились на людей? Если они служат жнецам, то причин может быть сколько угодно. Человечество, несомненно, сыграло важную роль в уничтожении властелина. Это могло хватить, чтобы привлечь их внимание. Меня серьезно беспокоит их стремление похищать колонистов, поэтому почему им просто не убить людей, когда они парализованы? Вот об этом я не подумал. Вот это еще все больше запутывает. А почему они, правда, они просто не замораживают и не получают все, что им нужно? Значит, может быть, они как-то связаны со жнецами. Какую выгоду имеют коллекционеры, не особенно распространяется о своих мотивах. Обычно они ищут особи с редкими мутациями или аномалиями. За таких существ они платят огромные суммы работорговцам и наемникам, а потом уходят. До сих пор они сосредотачивались на конкретном виде. И раньше они собирали добычу дюжинами, а никак не десятками тысяч. Крупный заказ. Мутация и развивают, может быть, науку. Развивают науку. Исследование, изучение геном человека. Может быть, что-то они изучают, но разведение людей, да, как скот. Тогда понятно, почему они не убивают их. Почему они людям нужны живыми именно. Превращение во что-то, превращение в гетов. Превращение, как в первой части, может быть такое. Ладно, это опыты десятки тысяч вряд ли они проводят. Будем думать дальше. Что вы от меня скрываете? Что-то скрываете. Откуда вам знать, что тут замешаны жнецы? Среди данных можно обнаружить определенные следы. Совет Альянс хотят верить в то, что вместе с властелином умерла и угроза жнецов. Но мы знаем, что как все обстоит на самом деле. Я не собираюсь ждать, пока жнецы выйдут на покос. Мы должны с ними сразиться. Не, ну давайте будем реалистами. В одиночку я реально не справлюсь чисто физически. Если это война, то мне понадобится армия. Или очень хорошая команда. Я уже составил список солдат, ученых и наемников. Вы получите досье лучших. Найдите их, и добиться их согласия непросто. Но вы прирожденный лидер. Я продолжу следить за коллекционерами и сообщу, когда они появятся в следующий раз. Будьте наготове. Спасибо, ребят, всем за донат. Спасибо, извините, я настолько погружен, я даже пока ответить ничего не могу. Чего? Ты не знаешь, откуда у них деньги, стоило ли сраться со старыми друзьями. Прошло 2 года, я понятия не имею, на кого она работает. И она, извините, у нее, ребята, у нее своя миссия. Она выполняет такие же чьи-то поручения. И она, несмотря на нашу дружбу, не пошла нам навстречу ни первый раз, когда мы попросили, типа, давайте объединимся, как бы, да? Она начала там со своими корешами придумывать супер там крутые планы. И второй раз она такая: слушай, давай мы его заберем, да, там, идите там потусуйтесь, вот, на те минимальные сведения, а мы его назад возьмем. И никто не мог знать, да, если бы я смотрел спойлеры, как большинство ваших любимых там летсплейщиков и всего остального, я бы знал, что этот чувак не пригодится. Но я мыслил логически, что он может что-то знать, поэтому я его взял. Конец истории. Здорово, классно.
Я Спектр, чувак, в первую очередь. I'm still a Я все еще Spectre. Спектр. Maybe I can get the council Может to быть, я help us смогу out. убедить совет помочь нам. Если вы думаете, что сможете убедить их, вперед. Но не забывайте, что вас не было довольно долго. Многое изменилось. У меня была очень хорошая. Там не то чтобы хорошая команда, там была вообще идеальная команда. Keep your list. I want people I trust. Оставьте свой The ones who список helped при me себе. stop Мне нужны Sarah те, at the с gap. кем я смогу доверять. Это Это было 2 года назад, капитан. В основном они все живут своей собственной жизнью. Или их приоритеты изменились. А вот это вот лишний раз доказывает уже мои слова. Понимаете? Не надо, сейчас уже нельзя никому доверять. Да, были друзья, да, здорово, классно, но кто-то мог в наемы податься, кто-то в киллеры, кто-то еще куда-то. Кто-то мог, я не знаю, работать на совет, кто-то мог пойти по стопам Сарена. Куда угодно могло людей занести за это время, время много прошло. Меня интересует, что он скажет про Таля. Что насчет Тали? Она уже помогла нам на пути свободы. Это определенно неожиданно. Прежде чем я смогу на это ответить, мне нужно больше информации. Молчит Скотт про Таля. Гарус, конечно же Гарус. Где Гарус? Турианец исчез через несколько месяцев после того, как стало известно о вашей смерти. Даже мы не смогли его найти. Гарус это, ну, давайте так, спецагент, снайпер, очень крутой, очень ДДшник лютый, РДДшник. Это Range Damage Dealer, то есть он вносит урона, просто импакт был огромный. Он исчез через несколько месяцев, идейный, кстати, он. Даже мы не смогли его найти. Охренеть. И он технарь, да, по-моему, был, вот если я не ошибаюсь. Окей, Рекс, давайте проверим Жаба. Жаба танк, дробовик. Прям будет ли что-то, все в телеграм-канале. Где Рекс? Он вернулся на Тучанку и не покидает ее уже больше года. По слухам, пытается объединить кроганские кланы. Ну, это очень похоже на Рекса. Блять, ну если он сейчас станет лидером, он с нами никогда в жизни никуда не полетит. Он, по-моему, в СБ Цитадели, да, был, в службе безопасности. Гарус. Ну, люди посмотрят первую часть, будет все известно. Кайден? Он все еще в Альянсе. Думаю, получил повышение, его досье, на удивление, сильно засекречено. О, бля. Ну и Ляра? Мои источники докладывают, что она работает на серого посредника. Если это правда, ей нельзя доверять. Да как бы и тебе-то... Короче, это наемник. Этот объединяет кланы. Про Тали молчит Скотт. Гарус пропал. Кайден занимает какую-то очень непростую... в совете, то есть, ну, грубо говоря, на земле, да, где все руководство земли, человечество, он занимает очень серьезную должность. Понял? Понимание есть. Вы же лидер, Шепард. Вы найдете кого угодно. Ой, сорян, не то нажал. Ваша работа следить за коллекционерами, а я позабочусь о готовности. Хорошо. 2 совета перед тем, как вы отправитесь на задание. Внимание. Первое. Отправляйтесь на Омегу и найдите... Он блестящий ученый. Найти ученого. По нашим сведениям, у него что была информация о способах нейтрализации парализующих ищеек коллекционеров. Это приказ, о боже, блядь. А второе. Он делится информацией. Ну да, если типа кто-то нас парализует, это будет огромная проблема. Я нашел пилота, который должен вам понравиться. Говорят, он один из лучших. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man?
I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. А, бля, мы его на капсулу, да, по-моему? Куда мы его? Все, я за Цербер. Я же спас его, да-да-да-да-да. Бля, они нам наш баркас восстановили. Наша! Наш баркас! It's good to be home, huh, Commander? Хорошо быть дома, а, капитан? Короче, Джокер тоже на Цербер работает. Он говорит, я никому не доверяю, мне плевать, мне просто здесь дохера платят. Все, конец. Это я теперь буду капитан Харт! Да? Шепард мой друг? Да? Не, это тоже Нормандия, но обновленная какая-то. А что-то какая-то прям заряженная. Не-не-не, что-то она прям это... Ля, блядь. Она, по-моему, побольше. Раза эдак в 1,5, в 2, наверное, даже. Итак, что мы добились? Новый уровень. Это здорово, классно. Мы поняли, что напали на путь свободы, да, на это поселение колонистов-коллекционеры. Уцелевший слил всю информацию. Для разработки улучшения вам необходим ученый. Для того, чтобы заапгрейдить тяжелое оружие, плюс 15% к боезапасу тяжелого оружия. Элементы питания в тяжелом оружии выполнены по устаревшей технологии. Их можно усовершенствовать, добавив современные компоненты и увеличив тем самым количество выстрелов за один элемент питания. Но нам нужен ученый, про который, собственно, и сказал призрак. В этот раз Цербер нам прям... Они что-то прям в этот раз... да. Может быть, конечно, из-за того, что мы приволокли этого чувака. Иридий нашли. Прям подчеркивается отдельным пунктом. Это какой-то очень важный, видать, материал. Так что... как-то так. Нужен срочно ученый. Ля, это все наши, эти места-то наши. Я все помню, сидели вот здесь, да, как сейчас помню. Ой, могу. Этот капитанский, этот мостик. А? Да. Все как в первой части. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Я просматривал Morden досье. Solus, Рекомендую сначала Sumerian professor пригласить Omega. Мордена We know the Солуса. collectors use some Мы type знаем, of что advanced коллекционеры пользуются technology какой-то to технологией immobilize their обездвиживания victims. жертв. Необходимо We'll разработать need him способ to develop защиты a от нее. countermeasure to protect us. Ну, баба говорит дело. Миранда, ну, в этот раз я с ней согласен. Вот это мой корабль, типа не указывай. Но она базу лупанула, которую прям надо сделать. Верно. Без подобной защиты мы будем беспомощны, когда столкнемся с коллекционерами. Факт. Наиболее логично было бы сначала найти профессора Солуса. Кто ты? Я искусственный интеллект Нормандии. Команда предпочитает называть меня Сузи. Да? Знаешь, мать, искусственный интеллект, их время от времени это... Выключи эту штуку, не потерплю подобного на своем корабле. Чем я вас обидела? Шепард долго сражался с искусственным интеллектом, в основном с гетами. Плюс, да, тот инцидент. Ваше недоверие понятно, Шепард, в отличие от иррационального страха большинства людей. Тем не менее, я не представляю опасности ни для вас, ни для кого-либо еще. Я наблюдаю за происходящим, анализирую и даю советы, ничего более. Это ложь
сдёж и провокация, потому что, скорее всего, если она говорит, что я такая классная, я не представляю ни для кого вреда, не могли нам дать баркас, не поставив либо своих, то есть кого-то из своих, либо обычную систему искусственного интеллекта, то есть прослушку на корабль, который везде за всем наблюдает, за всем все смотрит. То есть, знаешь, как бы я капитан, я классный, хе-хей, с этим, с флагом наперевес, и вот это вот, да, угу. Не доверяю я, не доверяю, никому не доверяю. Пора собирать команду, рад это слышать, хорошо. Now that we've established who's in charge, let's move on to these dossiers. Приготовление к взлету завершено, капитан. Когда будем готовы, укажите точку назначения на карте. Ну, Jacob and I should мы return с to Джейкобом our должны posts. вернуться на свои посты. Confine us Если у if вас you have any возникнут вопросы, questions. обращайтесь к нам. Понял, принял. Вычеркиваем. Используйте карту галактики, ну и типа личный терминал. Используйте терминал, чтобы получать информацию о статусе членов вашей команды. Ну, короче, все как обычно. Выбирайте в арсенале оружие для своей команды, кстати. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другие палубы Нормандии. Ну, такой короткий гайд, кто не играл первую часть. Внешность в каюте капитана. Техническая лаборатория, чтобы улучшать снаряжение команды. Но нужно нанять в команду профессора. Все сошлось на профессоре. Вот так. Вот так вот все. Вот прям вот. Вот так вот все сошлось на профессоре, без которого вообще просто лаверды. Ну что ж. Welcome aboard, Commander. Welcome to the club, Commander. Что мы здесь можем сказать? Я хочу здесь сказать одно. Самую интересную фразу, которую я говорил уже миллион раз, и скажу еще 2000. На этом серия подходит к концу. Я не прошу ставить лайки и не подписываться на канал. Я прохожу все так, как я вижу, потому что это мое прохождение. Это именно мое прохождение не в плане, что есть вы, есть я, а именно мое и игры. Поймите это, потому что я всю жизнь играю в игры, и для меня крайне важно все пройти без спойлеров, без подсказок и всему остальному. Если я сделаю ошибки, это мои ошибки, так же, как и ваши, когда вы будете делать ваше прохождение. Я хочу, чтобы вы написали все, что вы думаете о Mass Effect, и тот вопрос, который я вам задал в начале стрима. Извините, что так долго вот это вот все, вот это все. Решение я принимаю только исключительно исходя из своих размышлений, из какой-то логики, поэтому так долго разжевываю, никуда не тороплюсь. Проходить буду дальше так же, то есть просто не на шару, вот так вот, бам, все, ладно, давайте я пошел. Да. По активу на данном видео буду понимать, нравится ли вам прохождение. Если не нравится, ну, значит, чуть реже буду играть в Mass Effect. Просто по кайфу, там, может, без камеры, может быть, на ВК Play. А если будет нравиться, то будем дальше тулить на... Где? Правильно. Дальше будем тулить на канале Hardplay. Безумно рад вернуться в Mass Effect. Это нечто, это очень круто, это очень мощно. Ну и небольшой инсайт. Я об этом еще и скажу в следующих роликах, которые мы запишем, фан-роликах. Сейчас мы пойдем на ВК Play, посмотрим фан-ролики. Там у Димы Масленникова, у Мармока, у других ребят вышли ролики. И в том числе вышли ролики те, которые я не хочу по тем или иным причинам заливать на YouTube по понятным, блядь, причинам. Да, потому что там вот это начнется сейчас. Там опять Митя выпустил, да. Эти ролики, все, которые спорные, непонятные, и, возможно, которые прилетит не только желтая монета, а еще и страйк, как в тот раз прилетел он, да, собственно, нашему смешному, да. Я буду выкладывать, не буду рисковать, я буду их выкладывать на Бусти, но зато я их буду смотреть систематически. Ссылочку на Бусти найдете внизу в описании. Все, кто не смотрели первую часть, настоятельно рекомендую посмотреть. Это шедевр. Для того, чтобы не пропускать стримы или оповещения вообще обо всем, я их не удаляю, эти оповещения, обязательно заходите в наш телеграм Hard Insight. Друзья мои, я вернулся в старую игру, я очень рад этому, и
Поверьте, мне осталось буквально несколько дней для того, чтобы я перевез все вещи. Как только вы увидите, что вот здесь вот сменился фон и сменилась обстановка, и вышло видео, естественно, на ютубе о переезде, ну, ждите много нового, старого, ну и очень интересного контента. Ну а сейчас я пойду на ВК Play. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был я, Леха, Hardplay. Увидимся. Да, кстати, я совсем забыл вам напомнить то, что нашим партнерам по сей день. Всех обнял, поцеловал. Пойду ролики запишу, подниму вам немножко настроение. Удачи. Берегите себя.